Всем привет! В этом видео покажу 3 интересных рецепта с курицей в аэрогриле. Мы приготовим лодочки с куриным филе и овощами, запеканку с курицей, помидорами и сыром. И в конце видео покажу полезный и бюджетный рецепт – нежное куриное суфле с овощами. Приготовим очень вкусный рецепт лодочки с куриным филе и овощами. Для рецепта нам понадобится 400-500 грамм куриного филе, 4 картофеля среднего размера, 1 маленький цукини или кабачок, 2 помидора, сыр, сметана, соевый соус и специи, сушеный чеснок, сушеный лук, копченая паприка, соль и перец. Все ингредиенты для всех рецептов подробно вы можете найти в описании под видео, а также информацию о том, в каком аэрогриле я готовлю. Филе я измельчаю на мелкие кубики. Для данного рецепта можно использовать также и куриное бедро. Куриное филе складываю в емкость, добавляю 1 столовую ложку соевого соуса и 1 столовую ложку сметаны. Можно вместо нее добавить греческий йогурт или обычный йогурт. Хорошо перемешиваю и добавим специи. Так как мы использовали соевый соус, я добавляю совсем чуть-чуть соли и черный перец, копченую паприку примерно 1 чайную ложку, по 1 чайной ложке сушеного лука и сушеного чеснока. Вы можете добавить любые специи, которые вы любите, например, любимую специю для курицы. Все хорошо перемешиваем и оставим куриное филе буквально на 10 минут, пока мы режем овощи. Все овощи стараемся резать одинаково, на мелкие кубики, так они приготовятся быстрее. Можно использовать в данном рецепте любые овощи, которые у вас есть в холодильнике, и те, которые вы любите. У меня 4 средних картофеля, я их очистила, помыла и нарезаю на маленькие кубики. Добавляю картофель к курице, нарезаю на кубики 2 средних помидора. Помидоры добавляю в емкость курицы и картофелю. Все хорошо перемешиваю. Один цукини. Вместо него можно использовать, например, баклажан или кабачок. Сначала режу пополам, потом вдоль и на мелкие кубики. Цукини добавляю к остальным ингредиентам и хорошо перемешиваю. В конце можно посолить и поперчить, если соли и перца недостаточно. Для данного рецепта нам нужно сформировать лодочки. Для этого подойдет любая пергаментная бумага. Я же использую такие специальные вкладыши для аэрогриля и формирую из них маленькие лодочки. Из данного количества, которое указано в этом рецепте, у меня получилось 8 небольших лодочек, то есть на 2 захода аэрогриль. Раскладываю овощи с курицей по лодочкам. И выкладываю по 4 штуки в аэрогриль. Сбрызгиваю маслом спрей, у меня оливковое масло, но идеально подойдет масло авокадо, масло ки, кокосовое масло. Ставлю на режим аэрогриль 180 градусов 25 минут. За 5-6 минут до приготовления я посыплю натертым сыром. За это время сыр успеет зарумяниться и расплавиться, получится очень вкусно. Такое блюдо очень красиво и эффектно смотрится при подаче. Подойдет даже на праздничный стол, оно выглядит необычно интересно и получается очень вкусно. Очень люблю, как запекается сыр в аэрогриле, у него такой слегка гриль-эффект, он хорошо плавится, румянится. Все блюдо в целом получается очень вкусное. Обязательно попробуйте приготовить. Всем приятного аппетита! Следующий рецепт приготовим
запеканку с куриным филе, помидором и сыром. Для рецепта мне понадобится куриное филе 400-500 грамм, 3 яйца, сметана, помидор, у меня 2 средних помидора, люблю когда овощей побольше, сыр, соль, перец и зелень. Куриное филе у меня продавалось в кусочках, но я измельчаю его еще меньше, так оно приготовится гораздо быстрее. Измельчаю на маленькие кубики. Помидор я тоже режу на кубики. Куриное филе я немного солю, примерно пол чайной ложки. Добавляю молотый черный перец, свои любимые специи, сушеный чеснок, сушеный лук. Вы видите их практически в каждом рецепте. И я добавляю свежую зелень. В отдельной емкости я взбиваю 3 яйца с 3 ложками сметаны. В аэрогриле я убираю решетку. Если у вас решетка несъемная, то можно готовить такое блюдо в пергаментной бумаге. Просто все то же самое выкладывайте в пергаментную бумагу, а не в аэрогриль. Выкладываю сначала куриное филе, добавляю помидор и заливаю заливкой из яиц и сметаны. Кстати, вместо сметаны можно использовать йогурт. Все хорошо распределяю. Сверху сразу в аэрогриль натираю сыр. Очень удобно. Не нужно пачкать еще одну посуду. Сыр распределяю сверху и ставлю в аэрогриль на режиме аэрогриль 180 градусов примерно 20 минут. Вот такое вкусное блюдо на обед или ужин у нас получилось. Присыпаем свежей зеленью и готово. Всем приятного аппетита! Последнее блюдо на сегодня очень интересное, оно бюджетное и полезное. Я приготовила из данного количества еще и про запас в морозилку. Для куриного суфле с овощами я использую 2 куриных грудки, 1 кабачок, 1 морковь, шпинат, если у вас есть, используйте свежий, горсть, у меня в замороженных шайбах. Куриное филе измельчаем в хаотичном порядке, мы все равно все будем пробивать через блендер. Если у вас нет блендера, подойдет также мясорубка. Складываем все в блендер, куриное филе. Нарезаем кабачок, кладем его в блендер. Морковь очищаем, режем на крупные кубики и складываем в блендер. Добавляем горсть шпината, его можно предварительно измельчить. Если у вас, как у меня, замороженный шпинат, его нужно разморозить и прямо жидкостью туда вливайте. Яйца необходимо отделить желтки от белков. Желтки мы добавляем в блендер, белки в отдельную емкость. Камера моего телефона почему-то не сняла этот момент, но белки необходимо взбить миксером в плотную пену с щепоткой соли. Белки с солью нужно взбивать долго, до устойчивых пиков. Белки отставляем в сторону и в блендер добавляем соль, примерно 1-2 чайные ложки, черный перец и любимые специи. У меня это чайная ложка сушеного чеснока и чайная ложка сушеного лука. Измельчаем блендером. И в конце аккуратно силиконовой лопаткой соединяем взбитые белки с нашей массой из овощей и куриной грудки. Из данного количества получилось 2 больших силиконовых формы для кекса. В описании я напишу размер своей формы. Одну форму я заморозила и вторую я отправила в аэрогриль.
Это суфле я готовлю на режиме выпечка 160 градусов 35 минут. Если вы сомневаетесь, что у вас оно приготовится, то советую вам выпекать не в большой форме для кекса, а в маленьких порционных формочках для маффинов. И тогда используйте примерно 1/3 от всех данных ингредиентов, если хотите приготовить на один заход аэрогриля. Куриное суфле с овощами получается очень нежное, воздушное за счет взбитых белков. Оно еще очень полезно и сытно. Подойдет также деткам. Обязательно приготовьте. Всем приятного аппетита! Спасибо за просмотр. Я надеюсь, вам понравились данные рецепты. Напишите, что будете пробовать приготовить в своем аэрогриле. А я с вами увижусь совсем скоро в новом видео. Пока-пока, до скорых встреч!